Макс! Хагарита! Техническую помощь тоже оказываете? По силе своих возможностей стараемся. Какую большую техпомощь мы можем оказывать? Все делаем с помощью своих рук, ног. Болгаркой, сваркой. Болгарка есть. Мощных инструментов нет. Может быть, посмотрим в следующем году, смотря как, да что сложится. Может, это кафе будем расширять. Кроме этого, если получится, то да. Можно работать, но большие деньги здесь не поднимешь. Становится просто постоянным занятием. Все доходы уходят на продукты. Доставка продуктов довольно дорогая. Продукты сами ребята привозят, обеспечивают. Когда сюда привозят, мы тут все организовываем. Благодаря тому, что раньше я работал шофером и есть много знакомых, мне хорошо. Помощь все равно просим, ждем. Кто что может, конечно. В этом году все подорожало. Еще и эта пандемия ковид устроила разные препоны. Очень тяжелый зимник. Николай на стоянке будет помощника. Делает основательную ревизию состояния машины. Приготовив еду, тут же кушают. Восстановив силы, отправляются в путь. Может, здесь попытаемся проехать? Там, оказывается, есть пустоты. Провалились, да? Провалились. Там тоже посмотрим. Толщина льда такая. Потом там второй слой лежит. Лед вроде тонкий. Здесь не сможет проехать. Вон там тоже надо проверить. Может, удержится. Не выдержит. Цепи наденем и по колее прямо поедем. Только такой вариант. Кажется, можно проехать.
этих Уралах люди впервые выехали по данному маршруту. По незнанию дороги заплутали и чуть не потеряли машины. Только благодаря потеплению не замерзли. Недолго простояв, дождались помощи людей, которые их вытащили. Надо прочистить перед колесом. Только тогда двинется, иначе балку сломаем. Такую деревянную палку просто так не устанавливают. Это значит, что там есть глубокая яма. Там, кажется, дорога пустых, можно провалиться. Оказывается, под водой ямки, поэтому сюда провалились. Спасибо, ребята. Участок Сигян-Кёль по праву считается одной из самых сложных и опасных дорог в Якутии. Сперва при организации Эндабала из больших машин были Уралы. Были Кустуровичи, Намские. Намские издавна работают, оказывается. Издавна работали Кустурович Петр, Мигалкин Проня. Они ездили на первых больших машинах, КАМАЗах, при организации фабрик. Да, при организации фабрики с ними и мы ездили. В нашей команде работали с Готовцевым Андреем Егоровичем. Из Сигяна, да? Да, из Батамая. Сигяна. Есть еще братья Чемизовы, Сергей и Николай. Сейчас их сыновья ездят. Павлик и другие. Такую большую емкость впервые привез в эти места чурапчинский парень Еремей Дичковский на Вольво. Удивил нас.
Думали, как он сможет ездить на такой машине по нашим дорогам. Но в последнее время их количество возросло. До этого большие машины имели по 8, 9, 10 кубов. Да и сейчас много их. Почему не увеличивают? Не знаю. Может, те времена возвернутся, а в прошлом было много снега. Чуть отойдешь от дороги, так там и зависнешь. А в последнее время снега мало, да и уровень воды измельчал. Значит, сейчас дорога в хорошем состоянии. Да, на данное время в лучшем состоянии. А раньше как было? А раньше до Сибяна на негруженных маленьких машинах, десятках, с трудом проезжали через 2-3 суток. Добычи для охотничьего промысла как будто стало меньше. Животных отпугивает шум. Сам с Чукурдаха, там буряты по соседству баранины торгуют. Вот, зашел, прикупил, попробовать. В Чукурдахе горные бараны есть? Нету. Нету. Там тундра. Сейчас эти. В Чукурдахе нету. У нас в Якутии не горные, а снежные бараны. Снежные. Выше это, там, по На Индигирке. сторону Момуж. Да, туда выше даже, наверное. Я 2 раза только переход видел. Так. Я-то охотился осенью. Я вот когда в ноябре, в мае приехал, машину перегнал и это, в ноябре только поехал. Это оно как сэндвич. Мясо, сало, мясо, сало. Ну, говорит, трое именно там. Талас плакало. Ты спрячь, девчонку спрячь там. Закопал. Вчера болел. Все тут таблетки пока искал, все перерыл. Сегодня проснулся, время потерял. Думаю, какой складывает. Бегом, поехал. В течение нескольких лет протаркой, прокладыванием первых дорог занимался Андрей Егорович Готовцев. Он местный? Да, местный. Он занимался протаркой. Бывает, что на машинах тонут, срываются с высоты. В основном такие беды случаются с новичками, которые допускают ошибки по неопытности. Несколько машин ушли под воду. А до осени не могут их вытащить. Экологи сразу приезжают на проверку, проводят исследования. Самый главный совет – в пути надо быть дружелюбным, не потреблять алкоголь и соблюдать традиции и обычаи. Ведь каждая местность имеет свою культуру. В наших местах есть захоронения великих шаманов. При въезде на Сибян-Кёль лежит шаманка. На поляне Ньом-Тума великий шаман. Как раз по этим местам ездят ребята. Про эти местности рассказывают всегда разное. И в данное время сформировались разные легенды. Без повода они бы не возникли. Как говорится, без ветра и дерева не шевелится. Бывали разные случаи. Даже в нашей стороне есть местность «Подвешенный бубен». Между Батамаем и Сигян. Я не утверждаю, что там места, влекущие кару, но все же что-то есть. Просто так такие названия не придумывают.
Нужно всегда убирать за собой мусор в пакеты. Потом можно сжигать их в специальных бочках, которые здесь установлены. Можно же просто в прицеп забрасывать. Да, главное не захламлять природу. Если говорить честно, река сильно засорена. Много оставляют проезжающие машины. В прошлом году организовывали уборку. Специально ездил туда убирать мусор на 2 самосвалах. Убрали колеса и всякий разный хлам. Желательно, чтобы сломанные колеса оставляли вблизи населенных пунктов. Местные до свалки довезут как-нибудь. Так было бы лучше. Хорошо было бы, если бы сделали нормальную дорогу от Паттамая до Сигяна для перевозки грузов. Это ведь разрешимая задача. Но почему-то этим никто не озадачивается из числа умных людей из верхушки. Сигян – небольшой поселок, расположенный прямо у подножья горного хребта. Расстояние вроде небольшое, всего 80 километров от Паттамая, но дорога убитая. Глубокая колея, оставленная осенью гусеничным транспортом, так и застыла в мерзлоте. Даже в груженной машине трясет неимоверно. На обратном пути этот же промежуток покажется кусочком рая, ведь дальше Сигяна дороги как таковой не будет вообще. А в остальном вроде все благополучно. Пусть будет хорошая и благополучная поездка и удачного возвращения. Дорога вскоре закроется, надо успеть. Участок Сигян-Кёль-Сибян-Кёль по праву считается одной из самых сложных и опасных дорог в Якутии. Наконец-то проехали самое коварное место. По названию Банки. После напряженного дня получилось сделать это. Груженные машины сломали седло и другие детали. Впереди еще одно подобное место ждет. Много таких наледей. Банки, Сереге, Клим, Тумара и другие. В нескольких участках есть большие наледи. Нагрузка большая. Вон там тоже будет. Заехали на объезд Банки. Каждый раз все меняется.
Когда с грузом ехали, по-другому было. А теперь совсем другая картина. Из рейса в рейс ездим то одной дорогой, то другой. Иногда по той дороге едем, а иной раз по этой. У людей порой спрашиваем, как проехали. Они отвечают, что нормально. Потом все быстро ухудшается. Иногда, когда они говорят, что проехали хорошо, пока мы доезжаем, уже все становится плохо. Поэтому, если проедешь большие наледи, благодаришь Бога. Все, приехали. Благополучно выехали на землю. Снимем цепи. Теперь надо сушить тормоза. Суши колодки, а не крылья. В текущем сезоне завершили перевозку топлива благополучно. До встречи в следующем году.
cebe diye Kergemmin uhu Kırakıy Volçamı Sühütte